Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. А давайте сегодня немножко порукодельничаем и приготовим пельмени в виде золотых рыбок. Это будет замечательным украшением праздничного стола. А для рецепта мы берем такие продукты. Для теста муку, яйцо, соль, воду. А для начинки у нас свино-говяжий фарш, 2 луковицы. Одну я луковицу уже перекрутила, сразу же фарш, поэтому он немножко у меня потемнел. И соль, перец по вкусу сюда добавим. Берем эту луковицу и мелко ее нарезаем. То есть у нас фарш как на пельмени, ну только вот с добавлением крупного лука. Добавляем соль, перец по вкусу, как вам нравится. Теперь приготовим тесто. Насыпаем в большую миску муку. Так, добавляем яйцо одно. Щепотку соли где-то, можно чуть больше. Начинаем замешивать тесто, добавляя постепенно сюда водички. Тесто у нас должно быть такое довольно-таки тугое получиться. Все как на пельмени. Тесто получается довольно такое тугое. Замес происходит где-то в течение 10-15 минут, но все зависит от вашей силы. Все, я думаю, этого достаточно. Теперь берем пакет или пищевую пленку. Убираем сюда тесто и оставляем минут на 15 при комнатной температуре. Тесто отдохнуло и стало мягким и таким эластичным, как пластилин. Теперь будем его раскатывать. Я возьму половину, а вторую половину уберу пока в пакетик. Посыпаем стол немножко мукой и будем раскатывать тесто. Раскатываем его толщиной не больше, чем 1 миллиметр. Готово. Для того, чтобы сделать рыбок, нам понадобятся такие формочки. Это может быть вот такая вот волнистая, вот как у меня катер. Может быть вот такой вот круглый. Ну, тогда понадобится какой-то вот нож. Это вот для вырезания теста у меня такой фигурный есть. Дальше вилочка понадобится нам. Трубочка. Ну, и вместо вилки может быть вот такая вот палочка, да, деревянная. Я буду использовать, так как у меня есть такой катер, вот такой вот волнистый катер. Ну, он используется для изготовления печенья. Так, вырезаем формы. Делаем рыбку. Берем вот этот наш кружочек, немножко его подтягиваем с одной стороны. С этой стороны у нас будет хвостик, то есть должна получиться вот такая капелька. Разрезаем. Чем больше разрез, тем длиннее хвостик. Но учитывать надо, что у нас еще здесь будет начинка. Вилкой или палочкой делаем такие полосочки. Дальше выкладываем начинку. Ориентируйтесь, чтобы края у нас слепились. То есть начинки примерно как на пельмени и выкладываем. Соединяем. Так, вот я сделаю сначала глазки, вот такие вот дырочки. То есть берем палочку, делаем отверстие. И остаются у нас кружочки маленькие. Соединяем края. Здесь чуть-чуть оставляем маленькое отверстие, это ротик рыбки. Края хорошо защипляем. Дальше хвостик. Хвостик разворачиваем
И так вот придавливаем. Можно ручками, можно вот так вот палочками двумя. Будет, наверное, удобнее придавить. Развернули, потянули, еще поправили вилочкой. Дальше вот здесь сверху формируем рисунок. Делаем плавнички. Небольшие защипы. И вот так вот вилкой. Все такая вот получается миниатюрная рыбка. Теперь сделаем рыбку с глазками, вот с такими вот точечками у нас еще остались от этих рыбок. Берем снова кружок, вытягиваем. Теперь водичку на глазик и прилепляем. Вот то, что у нас кружочки маленькие остались от прошлой рыбки, вот мы их сюда прицепляем. И дальше все как и у первой рыбки. Будем готовить рыбок. Готовить в пароварке. Вода здесь уже закипела. Пароварка у меня состоит из 2 частей. Берем масло растительное, смазываем дно пароварочки. И выкладываем рыбок. Стараемся, чтобы они друг к другу не прилипали. Второй слой. Все, накрываем и готовим. Через 25-30 минут рыбки готовы. Аккуратно их достаем. Готовых рыбок сверху смазываем сливочным маслом, посыпаем зеленью и подаем со сметаной. Такие рыбки подойдут и для праздничного стола, а особенно их оценят дети. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!